жаловаться на то, что там рука, и тут рука, как бы в VR даже больше, потому Записали что... этот дубль. Да-да-да. Им просто нет применения. Федя, привет. Привет, Привет. рад, что ты к нам присоединился. Федя, расскажи, пожалуйста, про себя. Федор Тропин, 23 года, программист. Скажи, как давно ты потерял свою руку? Ну, году в 17-м, то есть 6 лет назад прошло уже. Мгм. А это был какой-то несчастный случай или Да, раз? это был химический эксперимент. М, мгм. А расскажи, пользуешься ли ты протезами? На данный момент нет. Особого опыта тоже не было. Ну, был разве что а, для физических упражнений. Мгм. А почему ты не пользуешься протезами? Неудобно, да и незачем. Неудобно, что ты имеешь в виду? Для каких задач? Для любых задач, начиная от того, что они просто физически сковывают, тяжелые, и в них потеешь, и заканчивая тем, что им просто нет применения. Скажи, пожалуйста, про текущие протезы. Какие они бывают и как они управляются? Ну, на данный момент в массовом производстве есть два типа протезов, которые как-то двигаются. Это тяговые протезы и биомеханические протезы, биоэлектрические. Тяговые протезы работают просто за счет того, что ты сгибаешь руку в локте, натягиваются нити, и из-за этого сжимаются пальцы, но при этом они крайне слабо сжимают, то есть они могут спокойно даже какую-нибудь банку удержать с водой. Поэтому они скорее так, косметические также. А есть биомеханические, которые работают на батарейках, аккумуляторах, поэтому их надо заряжать. Аккумуляторы тяжелые, внутри находится схема с моторчиками, и они сжимают пальцы, основываясь на сигналах. Сигналы поступают благодаря тому, что ты напрягаешь две группы мышц. Либо опускаешь кисть, либо поднимаешь кисть, либо отжимаешь кулак, напрягаются обе эти группы мышц. Из-за этого это, по сути, система с тремя кнопками, она достаточно медленно переключается, не переключается в целом в моем протезе. Поэтому иногда приходится сесть с телефона и вручную перекликивать эти жесты. И у тебя есть набор заранее запрограммированных жестов, которые ты можешь определенно сжать пальцы на определенный угол с определенной скоростью. Ну, они сжимают намного сильнее, особенно в основании, то есть руку может защемить, у меня так в баре было, я понтовался, и девчонке руку защемило, и я очень долго не мог раскрыть протез, а ей было, мягко говоря, неприятно. Мы очень рады, что ты протестировал, был одним из первых, кто тестировал нашу технологию, что ты к нам ездил. Мы очень тебе благодарны за это. Расскажи вообще, какие у тебя ощущения вот были при первом использовании нашего интерфейса? Вот прям первые Ну, какие-то впечатления, расскажи. спасибо, что позвали, во-первых. Потом, ну, в целом достаточно непривычный был опыт и достаточно впечатляющий. А какие движения удалось наиболее эффективно восстановить? В целом сгибание отдельных пальцев и по несколько жестов. Удалось двигать отдельными пальцами? Мгм. Это действительно очень круто, и мы типа, очень рады, что это получилось. Подскажи, насколько просто или непросто это было отправлять вот эти команды о движениях разных пальцев? Это было естественно для тебя? Да, это ощущалось как обычное, ну, сгибание э, кисти пальцев, как обычной рукой. И в целом адаптация к самому интерфейсу, она достаточно, ну, интуитивная. То есть ты бы сказал, что это натуральное управление? Да, Да? это оно, в отличие от бионических протезов, где там, по сути, это отдельные кнопки, то здесь действительно больше, ну, похоже по ощущениям на естественное движение руки.
наш интерфейс, он развивался, и мы добавляли новые там фичи, ускоряли обучение. Ты к нам ходил раз 10, наверное, если не больше. Вот, расскажи про... Ну, обучение, безусловно, стало быстрее, потому что, мне кажется, первые разы я ходил исключительно обучать, и в целом тестирования на практике вообще не было. И когда появились уже полноценные жесты без тестирования, и когда там надо было только что-то проверить, это удивляло. И когда уже появилась физическая модель руки, которой ты мог управлять практически не в VR, а вот просто смотря на нее, и когда ты видишь, что она двигается именно так, как ты отдаешь ей команды, это удивительно. То есть ты сейчас говоришь про роботизированную руку, да? Да. Управление роботизированной рукой прям сильно отличается от того, что ты в VR видишь и управляешь? Ну, намного, потому что в VR ты все равно как бы ты отделяешь эту реальность от той, в которой находишься, а здесь это находится в той реальности, и ты понимаешь, что в целом это уже практически рабочий прототип. Это интересно. Слушай, это правда интересно. Я об этом не думал. Мне казалось, что это одинаково. Так воспринимается не то, что там рука, и тут рука как бы в VR даже больше, потому что она продолжает, твое тело как бы, то есть в том месте, где надо. А роботизированная, она как бы далеко от тебя стоит, как будто бы это... Нет? Ну, тем не менее, ты все равно понимаешь, что есть реальное и что есть виртуальное. То есть реальное, даже типа вот, далеко находящееся, это все равно круче, чем в VR, но близко к тебе. Намного. Серьезно? Вау. Да. Единственная проблема вот с этой роботизированной рукой была, что мы команды-то отправляли такие же, которые ты в VR видел, а просто робо-рука была собрана хреново нами. И поэтому они там не полностью сгибались. Ну, ты видел, там, не полностью. Как бы сгибался. Неважно, насколько полностью, но жест она пыталась повторить, а там насколько они уже, то есть, как бы тут главное, ты видишь, что сигнал посылается, и он совпадает с тем, который ты ему послал. Ну да, зашел. Да, это да. А там уровень сгиба, он уже не настолько принципиальный. В чем разница между нашей системой и вот управлением протезом? Протез управляется достаточно грубо, 3 клавишами и, соответственно, сжатием определенных групп мышц, причем достаточно сильных сжатием. Система более интуитивно работает, то есть ты естественным образом как будто сжимаешь отдельные пальцы кистью, двигаешь. И это, естественно, отличается, чем когда ты напрягаешь все группы мышц, чтобы либо совершить жест, либо его сменить. То есть тут ты можешь сразу сложить жест без его переключения. В каких повседневных задачах ты бы использовал такой интерфейс, если бы он был встроен в настоящий протез? Ну, на том уровне, на котором он сейчас, или может получше даже, то, скорее всего, в готовке бы мне очень сильно пригодилось. В основном. Я готовлю много, поэтому зачастую приходится как-то удерживать, натягивать что-то. Элементарно при резке хлеба его как-то надо придерживать, чтобы он не укатывался. При разделке рыбы ей надо отдирать кожу, чтобы она нормально связалась. То есть на клавиатуре, мне кажется, пока печатать такое тяжело, и плюс она все-таки будет мешать элементарно второй руке двигаться. Это пока. Федя, это пока что. Большой потенциал для роста. В перспективе это вообще возможно. Я не знаю, что так скептически настроен. Я вообще думал над тем, чтобы восстанавливать, знаешь, допустим, есть VR, да, допустим, PS3. Там же есть дополненная реальность, и там можно связать свою физическую клаву с виртуальной клавой, то, что там. И прикинь, у тебя бы могло без протеза, вот у тебя рука, типа, здоровая, и, собственно, residual, получается. И там у нас браслет, и браслет декодирует твои движения,
ты их видишь в Мгм. VR, как будто бы он щелкает по твоей настоящей клавиатуре. Но Но по факту проблема- она не по-настоящему, а левая по-настоящему. И они вместе друг с другом, как бы ты двурукая печать, все дела. Чудо. Проблема в том, что я одной этой рукой не всегда по клавишам попадаю. Ну, блин, ну это уже как бы что? Это как раз тренировка двурукой печати. И прикинь, возможность двурукой печати. Или Я вообще помню. человек. И прикинь, вообще человек без рук. Тут Ампутация, например. полезно будет, я думаю. Вот такую историю, да? Мне кажется, да. Да.